Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна. Сегодня мы поговорим об особенностях русского языка. Первая особенность. Русский алфавит состоит из 33 букв. 31 из них обозначается звуками, а 2 буквы звуков не имеют. Это мягкий знак и твердый знак. Вторая особенность. Русский язык – язык консонантного типа. Произношение звуков зависит от соседних звуков. Например, ложка, ложечка, ложка, ложечка, хлеб, хлеба, хлеб, хлеба, разжечь, разжечь, разрезать, разрезать, расшевелить, расшевелить, рассыпать, рассыпать. Третья особенность. В русском языке нет закона открытого слога. Для него характерно наличие слогов с 2, 3, 4, 5 согласными и одним гласным звуком. Например, як – один гласный звук, один согласный. Сон – один гласный, 2 согласных. Хлеб – один гласный звук, 3 согласных. Взлет – один гласный, 4 согласных. Взгляд – один гласный, 5 согласных. Четвертая особенность. Одной из самых главных проблем иностранцев, изучающих русский язык, является постановка ударения. Ведь единого правила нет, а интуитивно это не освоить. Остается только одно – запоминать. А самое интересное начинается, когда иностранцы учат омографы, например, замок и замок. Кстати, на моем канале есть 2 видео на эту тему. Пятая особенность. Русский язык дается сложно не только иностранцам, но и многим русскоговорящим. Орфография, орфоэпия, морфология, фонетика, пунктуация. И в каждом из этих разделов есть много различных правил русского языка. Ведь не просто так он великий и могучий. Шестая особенность. В русском языке при произношении очень важна интонация. Например, в английском языке для образования вопросительного предложения нужно выстроить слова в определенном порядке. В русском языке все проще. Достаточно любое повествовательное предложение произнести с другой интонацией, и получится вопрос. Например, «Ты ее искал». «Ты ее искал?» А еще от интонации зависит смысл предложения. Например, «Ты ее искал?» «Ты ее искал?» «Ты ее искал?» Седьмая особенность. В русском языке не приветствуется употребление в предложении однокоренных слов рядом или близко друг от друга. Это называется тавтологией, а в шутку масло масляное. Например, в рассказе Муму рассказывается. Рассказ рассказывается. Однокоренные слова. Лучше. В рассказе Муму повествуется. В образе Ольги изображена. Образ изображена. Однокоренные слова. Лучше. В образе Ольги представлено. Для того, чтобы хорошо учиться, ученики должны уделять больше внимания учению. Учиться ученики учение. Однокоренные слова. Лучше. Для достижения успеха ученики должны уделять больше внимания занятиям. Восьмая особенность. В русском языке не приветствуются лексические повторы в коротком тексте. Например, недавно я прочла одну интересную книгу. Эта книга называется «Братья Карамазовы». В этой книге интересно рассказывается. Книга – это книга в этой книге. Слишком много повторов одного слова. Лучше. Недавно я прочла одну интересную книгу, которая называется «Братья Карамазовы». В ней рассказывается. Это все. Спасибо, что посмотрели мое видео. Надеюсь, эта информация была для вас полезной. Пока!